Today we make an interview with Mr. Alexander Bochkarev. Сегодня мы проводим интервью с мистером Александром Бочкаревым. And Mr. Bochkarev is the director of what we call in the normal way the Slavic Fund. И Александр Владимирович является президентом, директором Общественного международного фонда славянской письменности и культуры. Thank you, Mr. Bochkarev, for this interview. Большое спасибо, мистер Бочкарев, за это интервью. The goal of this interview is to make the fund more well known in the western part of Europe. Одной из целей этого интервью является популяризация фонда за рубежом. And I will begin to start with two questions. И я хотел бы начать с двух вопросов. What is the goal of the fund? Какова основная цель существования фонда? And why such a name? И почему именно такое название фонда? Фонд Общественный международный фонд славянской письменности и культуры. Понял вопрос. Ну, основной деятельностью фонда как раз является продолжением просветительской деятельности, миссионерской деятельности святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. The most important goal of the activities of the fund is to be the missionaries and continue the work of the Saint Kirill and Methody. И это такой вопрос, как бы мы смотрим на него широко. Это не только в области веры, культуры, быта, потому что эти вещи разделять нельзя. Вера определяет и культуру, и быт человека. And we really look at this question wide from a few perspectives, including ideological and daily life and so forth, because we think that the faith is the most important aspect of them all. То есть это пропаганда, как сказать, миссионерская деятельность вот в сфере как раз правильности жизни такой, какую нам дал Господь. И во всех сферах бытия, начиная от личной жизни и заканчивая властью, культурой, наукой и всем остальным. На самом деле все это взаимосвязано, и разрывать это никогда нельзя. So I can emphasize that our mainest goal is the missionary activities, and we do work with a serious propaganda of the faith aspects in all human life, daily life, because you cannot do really anything without faith. What do you mean with messianic activities? Что вы именно делаете? Я как хотел объяснить, что в чем это выражается. Наша деятельность выражается в чем? Это проведение выставок художественных, фотовыставок, да, посвященных прежде всего реализму, реалистической культуре, потому что вот как Господь создал, вот так же человек, пропускающий свою душу, художник будет тот. Это и дает. Да, вот это мы считаем нормальным и поддерживаем все лечения. Это проведение концертов, традиционных концертов в наших, так сказать, вот в нашей культуре славянской и не только. One of the aspects of our activities is the exhibitions dedicated to spreading the realistic, first of all, types of art, because we live in this world, and that's why we want to show the beauty of the world. It is also in the concerts activities. We make a big program, and we work a lot on creating the different concert programs. Также это проведение научно-практических конференций в разных сферах, вот могу сказать, это в сфере экологии, в сфере, так сказать, исторических, да, чтобы просто показать, опять же, скажем так, вот, один из президентов нашего фонда, да, Вячеслав Николаевич долгое время был. Как он говорил? Он был известным скульптором. Да, народный художник, у него все звания, какие только возможно, да, в Советском Союзе. Да. Всякое деяние, которое мы делаем, все направлены на одно, чтобы вернуть Россию
к нашему традиционному государственному управлению. Это очень важно на самом деле, потому что это есть, как говорили наши советцы, это есть некий удерживающий во всем мире, удерживающий зло. Это очень важно, потому что организация ООН в свое время создавалась Николаем II только под монаршее управление. Она теряет смысл, как вы видите, когда уже нет монарха. Это тоже важно. То есть, ну, как сказать, конференция научно-практических. So we also work on making the conferences with scientific basics and cultural, explaining the world and society how important it is to set the traditional, original way of ruling the country, the traditional values, and our president and the founder, Vyacheslav Mikhailovich Klikov, was the really great missionary of all these issues. So we do follow them till today, and as I can repeat again that we are working a lot making these conferences. И еще, например, одно из важных направлений, которое тоже считаю, это как раз вот установка памятников великим людям русской культуры, и не только русской культуры, кстати говоря. Всем людям, которые отстаивали, скажем так, правду, отстаивали интерес своего народа. Да? Вот. And I want to add that one of the mainest part of our activities is work with the erection of monuments dedicated to outstanding people, not only Russian people, but outstanding people in general, which fought for the sake of the traditional values, faith and freedom. Вот реальный пример, сейчас только вернулся с города Ишима, где был заложен памятник известному сказочнику Ершову. I can give a real example. I just came back from a city called Ishim, where there was just erected a monument dedicated to a fairy tale writer Yershov. Ему как раз исполнилось 200 лет со дня его рождения. That was dedicated to a 200 years anniversary of the writer. Там присутствовали, смотрите, были люди, кстати говоря, из Бельгии, There из Германии, from из Сан-Франциско, со Штатов, from были Germany, с Японии, да? Да, все люди, которые вот были, как сказать, прониклись русской сказкой. И здесь не в том, что она русская национальная сказка, а в том, что она несет те принципы добра, справедливости и все остальное, которые, конечно, в любой душе понятно, где бы человек ни находился. В принципе, нравственные стержни всех один. Это Господь Бог заложил во всех нас. И поэтому человек всегда правду чувствует душой. Любой, кто бы он ни был, китаец, японец, еврей там, или кто угодно. All these people of different nationalities, they admire the creations of Yershov, not only because he is a Russian national writer and makes a great fairy tales, but also because he proposes the normal traditional values understandable to all nations worldwide. 2015 is in Russia the year of the literature. 2015 год, насколько мне известно, объявлен годом литературы. For your center, this must be an important year. Для вашего центра это должен быть очень важный год. Конечно. Ну, тут я уверен, как сказать, мы как бывший организатор, какие только предложения будут поступать к нам, ну и сами мы что-то будем организовывать, конечно. Но, естественно, все, что возможно, мы будем делать. Наше главное, ведь мы общественный фонд, да? У нас нет той мощи, как у государства, но мы своей инициативой подталкиваем государство, да, каким-то большим мощным программам, которые, слава Богу, мы рады видеть, что они находят сейчас отклик у государства и идут. So as being the organizers of the fund, we are of course fully open to any initiatives during this year, and not only, but because we are the social organization without real support from government, we do propose the initiatives to the state and the authorities, which they very often start follow. Ну, в принципе, да, хотел бы один пример привести, например. I would like to say one example. Сколько в свое время, насколько было облит грязью, такой один из самых достойнейших правителей России, Иоанн Васильевич IV, Грозный прозванный, да? Вот. I would like to emphasize that in the official history, at some point, there was said a lot of bad words to our great Tsar
Ivan IV, which was called Ivan the Terrible. И когда мы видим, что вот сколько здесь было проведено конференций, причем они на что направлены, не чтобы приукрасить то время, а просто, так сказать, историческую правду, какая она есть. Нравится она кому-то, не нравится. Она вот такая была, по источникам, которые не ложные, которые существуют. Да? Но когда мы сейчас видим, что по России, значит, один ведущий канал, да, в хорошее время показывают исторический фильм про Иоанна Грозного и другие сильные личности России, и как бы проводится параллель, что всегда, когда сильные личности правители были в России, почему-то Запад их начинал там, всякие там приставки делал, грозный, кровожадный, там, нет, даже не грозный, там ужасный. Ужасный, да. Не грозный, а ужасный. Там, или кровавый, все прочее. Как только появляется слабая личность, как его хвалят, все хорошо, все такое прочее. Как только сильный, который служит в интересах своего народа, а что в этом плохого? А что, например, в той же там Бельгии там, или во Франции правители служат не своему народу? По-моему, это нормально же. Вот. Ну, просто это государство уже подхватило, и по центральному каналу показывают фильм, значит, это наша победа. Победа правды. And we are very happy and proud to say that after a lot of conferences made on the basis of font dedicated to Ivan IV theme, we sort of changed the opinion of the population about this great Tsar, and thank God, so today on the mass media, Russian mainstream channels, programs openly talking about the Tsar Ivan the Terrible, in quotes, was the great leader of the Russian nation and the Russian people. And unfortunately, there's tendencies in the West that as long as the Russian Tsar or the ruler was really great and honest to its own nation, it becomes very unpopular abroad. And any time when we had a weak person as a Tsar or ruler, this person became enormously popular in the West. So this is a little bit unhappy thing. Петр Великий, он очень известный на Западе. Peter the First is very known abroad as a good sample. Да, тут просто там, как сказать, мы, вот как человек верующий, не имеем права судить помазанников Божьих, но вот как вот один известный, очень авторитетный владыка, митрополит Санкт-Петербургский, говорил, что просто многие деяния великого Петра, да, с перетягиванием этих западных ценностей к нам, ну, не очень сказались на народе, к сожалению, да. Реформы в армии, во флоте, кстати говоря, Иоанн Грозный еще начинал, и регулярная армия появилась при нем. Вот, это тоже очень известно. И то, что полностью программу, которую Петр осуществлял в виде реформ, не касаясь этих традиций русских, она была предложена двумя боярами, на самом деле. Это вот в житии Александра Невского, Хитрова, там очень четко ссылаясь на документы есть. Просто он подхватил, ничего такого нет, он подхватил и эту программу повел. Ну не надо было касаться русских традиций, не надо было упразднять патриаршество. Это ну, есть сложившиеся веками традиции, их нужно не надо. Всегда приводит к каким-то плачевным результатам. Так оно, к сожалению, вот многие считают, что после этого, когда был дан нездоровый поток, вошел близко к власти в России, вот 300 лет они готовят ту самую революцию 17 года. Вот многие так считают. Я законсервался. So, being a really Russian Orthodox Christian, it's very hard to me to say or evaluate in a bad way the Tsar, which Peter I was. But anyway, I think that all his reforms concerning the fleet and the army was great and actual to that time, but the changes of the Russian culture and the Russian soul was not needed, and unfortunately there is an opinion, very popular opinion about that changing the Russian soul back then. It started the process of the moral mental preparation of the 1970s, meaning the Russian Revolution. So within 300 years, thanks to these moral changes and bringing a lot of foreign elements into the country with attempts to change the mentality, brought finally to the revolution. In November, when I was last year in Moscow,
because I was in Russia, in Petersburg last time, and in November I was on an exposition Rurikevich. В ноябре 2014 года, когда я был в России, в Санкт-Петербурге, мне довелось побывать на выставке Рюриковича. I was so impressed that I even was there 2 times. Я был настолько потрясен этой выставкой, что посетил ее дважды. And I saw on the 12th of June on the Red Square a concert. 12 июня он видел концерт на Красной площади. And even that Russia is a country with, let's say, the Russians and 150 people, on this they put a big accent on the history of Russia, the Rus. И несмотря на то, что Россия это, скажем, страна, в которой проживает более 150 народностей, было очень приятно отметить, что основной акцент концерта был посвящен России и Руси. I see that let's say, in the Kremlin, there are some part of the forces who really wants to defend the traditional and the cultural heritage of Russia. И мне кажется, что на данный момент сложилась ситуация в Кремле, что существуют некие противоборствующие силы, одни из которых за традиционные культурные ценности, и другие же придерживаются несколько иных взглядов. It is also, it is like in the Kremlin there are people who understand that a plant cannot grow without the roots. И складывается такое впечатление, что есть в Кремле те силы, которые осознают, что растение не может расти без корня. I see also in this bureau, in this nice office, a lot of flags. It seems that in Russia the patriotism is growing. И даже здесь, в этом прекрасном кабинете, я наблюдаю много флагов, и которые я, в принципе, часто встречаю на разных мероприятиях, что говорит мне о росте патриотизма в целом в стране. My question now is, what is the situation? What is the cultural and the patriotic situation in Russia today? Какова обобщенная патриотическая и культурная ситуация в России на данный момент? Ну, вот как бы, я могу свое частное мнение высказать, учитывая мнение каких-то людей, таких известных, да. Ну вот, чем интересно ваше мнение и ценно? Это мнение человека со стороны, но в принципе мы то же самое видим, как и вы. I can only say on my own, my personal opinion, and this opinion in many ways alike with yours. Even yours opinion is more important because you are the one who comes from abroad. Очень хорошее сравнение в плане того, что цветок, дерево не может расти без корней. You indeed made a really great comparison that, of course, plant cannot grow without the roots. Вот, тут я думаю, что уместно вспомнить апостола, который говорит, что не забудь, что не ветвь свята, а корень свят. Забудешь о корне, и ветвь погаснет, как это было с иудейским народом в свое время. And in this case, I think it would be actual to say some Christian saying about that the root is the saint and the stalk is the saint. And as soon as you forget about the root, the stalk will dry up. Вот, то, что вы сказали по поводу концерта, да, действительно так, что как раз это разделение в Кремле мы тоже чувствуем. And what you said about the concert is very true, and your feelings about the Kremlin is we also adhere to them and feel the same. Ну, когда мы видим, когда министр вооруженных сил, министр вооруженных сил выезжает с Кремля, крестится, ясно, что для нас это Сергей, это поступок, я считаю, это поступок. Человек показал свою позицию, хотя будучи по крови, не совсем русским человеком, да, но неважно, по духу, потому что понятие русский всегда было понятием духовным, и это Достоевский писал, да. И это не мешало Семену Бектовичу, помощнику Иоанна Грозного, верному, который и остался до смерти верному, будучи по крови, не знаю, Чингизидов он был, да, но принявший православие, он считался русским человеком. Это не мешало генералу Татлевину, немцу русского происхождения, говорит, что я по крови немец, но русский по духу человек, да. Вот. И также здесь,
как вы говорите, 150 национальностей, все правильно, но так получилось, не то, что там я русский хвалю себя, но так получилось, что эти народы, которые примкнули к России, по своей воле, это документально доказано, по своей воле, да, они воспитывались на Лермонтове, Пушкине, Да. на, так сказать, многие на Менделееве, на Докучаеве и так далее. Ну, так получилось. И что-то плохого я не вижу. And yes, I would like to say and emphasize that after the concert and the parade, when you see the minister of the Russian Federation, Sergei Shoigu, putting a holy cross on him, so being ethnically not completely Russian, it makes us feel happy and great, because as we think the Russian is not only an ethnic definition, it's also something more than that. And that's why, as you correctly mentioned, yes, Russia has more than 150 nationalities, but it's very important to say that they all adopted the Russian thinking standards and the Russian morals. They were mostly educated on the Russian literature, classics, and the Russian way of thinking. That's why even Dostoevsky said that Russia is in the soul first of all, and then in the blood, and so on. So of course it's like that. И по состоянию, да, в общем, патриотического. Сейчас, конечно, тоже, опять же, явно видна эта активизация, тоже сами обстоятельства нас в это привели. И слава Богу. And as regards the patriotism level in society, yes, it's indeed growing, but because of the conditions from outside, happily and luckily brought us there. Мы выбрали какой вот путь? Мы, наши сторонники, да, все остальные. Мы не стали ничего выдумывать велосипед. Есть путь, пройденный Россией в тысячелетиях. Мы просто с смирением приняли его. Я имею в виду православие, самодержавие, народность. Это то, чего мы придерживаемся, этой идеи. Зачем это выдумывать новое, когда это уже в веках, именно вот когда Россия жила в рамках этого закона, все ее величие, могущество было именно тогда. И даже войну мы выиграли не благодаря правильному управлению ЦК КПСС, а благодаря вот этому укладу русского народа, ну и всех остальных, кто примыкал к Российской империи. And that's why me and my friends and comrades, we didn't invent anything new. We just chosen the way which Russia dealt with for thousands of years, which is the patriotism, Christianity, and the honesty. And having these things in folks or nations' mind is the greatest thing you can ever have, and this is the most important thing which allowed us to win the Second World War, and not the communism generals and other things, but you can say the faith to the God and these positions of the Russian nation. Очень важный момент, как раз из войны 14 года. Война 14 года, которая была в свое время забыта, тоже война, которая полна подвигов, это целые судьбы, кстати, в Европе тоже немало жертв было, и сами знаете, да? Один момент, то, что вот понятие, так сказать, тогда немцы тогда сделали уже лагеря, просто говоря, первые появились, знаете, да? Они как сделали, они разделили православных и мусульман. В лагерях, да, в лагерях, война 14 года, 1914 года. When the Germans started to build the first concentration camps, where they divided people to Muslims and the Christians. И когда, да, война 14 года, да, когда пленных, да, были лагеря. Я до сих пор не читал, что они этот момент уже делали лагерь. Ну, пленных надо было девать, даже как бы было это программировано. Там что момент интересный, когда проверка приехала в лагерь, да, то немецкие офицеры заинтересовались, когда дошли к мусульманам. Кстати, там был приемный муфтий, муфтий там, как можно, полковые священники, у них были муфтии, которые вдохновляли. Да. И они попросили муфтия, говорит, скажи своим, пускай какую-то свою молитву споет, хотел послушать. Да, да. И тогда они, знаете, что сделали? Он просто скомандовал, так, они встали на колени и спели «Боже, царя храни». Все. Да? Да. And there was a very interesting episode in this lager. When the officers came to check up on the Muslims prisoners, they asked the
priest, the Muslim priest, so the prisoners could sing some prayer, the traditional Muslims prayer, and instead of that they all stood on their knees and started to sing God save our Saint Tsar, Боже, царя храни. And Это гимн that was the hymn of the monarchy of Russia. Today we see that Europe is in fact organizing a war with Russia. На данный момент мы наблюдаем то, что Европа пытается организовать войну с Россией. There are sanctions. Санкции. Belgium decided to steal the Russian goods in Belgium. Бельгия беспардонно изымает собственность России в So, стране. on the first view, we can say that Europe and Russia are enemies today. И поверхностным взглядом можно судить и сказать, что Европа и Россия сейчас враги. On the other side, С другой стороны, this fund wants collaboration with Europe. данный фонд, общественный международный фонд славянской письменности и культуры, как раз работает в направлении создания мостов с Европой. Я правильно понимаю? How do you see this collaboration with Europe? Как вы видите объединение с Европой? Естественно, так и есть. И, например, не только мое мнение, мы не считаем, что Европа хочет войны с Россией, что отдельные политики, купленные Америкой, а народ, почему народ? Народ хочет мира, спокойно жить. Yes, indeed, we want the collaboration, and we don't think that Europe and Russia are enemies, because we think that all the problems are caused by the very little group of politicians on the West, mostly bribed and guided by the states, and that's the whole mess. So we are not against of the European nations. Конечно, мы эти мосты как и наводили, так и будем наводить. And of course, as we worked on the bridges, we will continue to work on the bridges between countries. Один из примеров, что мы немало памятников установили и за рубежом. And as a good sample is our activities in the erection of the monuments also abroad. Которые как раз рассказывают об эпизодах, когда наше содействие и дружбе. Telling about our cooperation moments and friendship. И также, пожалуйста, какие-то совместные выставки, концерты. Мы всегда готовы к сотрудничеству, так оно и есть. And we are always open for the common work and the cultural sphere. У нас здесь выставлялись и фотохудожники из Франции. We had a photo exhibition from France. И корейские художники, это на Европу не вылазим, все равно, как пример, да. И греческие, и сербские, Korean, Serbian, Greek итальянские, artists, Italian artists made their exhibitions here. Еще раз, я определил рамки просто, потому что в искусстве должна присутствовать нравственность. Все. I would like to say что бы оно ни было, какой национальности, нам не важно. The most important thing in art is the morals, and from which nation and which continent this art comes doesn't matter, as long as it has the morals in it. I spoke with some people here, and they making plans to collaborate between the fund and we, Euro-Rus. We will make some plans together for September. Он надеется на то, что Euro-Rus, организация, которая представляет КРИС, и Общественный международный фонд славянской письменности и культуры сможет отработать какие-то планы на будущее, совместного взаимодействия и, в частности, на сентябрь. Ради Бога, только за, будем очень рады. Я не зря сказал, назвал вас Андрей, посвятитель Бельгии. That's why I called you for Andrei, the missionary in Belgium. Нет, дело в том, что нет, на самом деле это реальная история. Если 12 апостолов перевернули весь мир, то если с нами правда, поверьте, и правда, за нами есть правда, точно совершенно. Мы не хотим никому зла. Мы хотим только добра и только то, что у нас хорошего есть, если можем этим поделиться, слава Богу. Если с нами могут поделиться, мы тоже будем рады. Все, больше не движем, только любовь. Yes, and if we are all fighting for the light and the God, then we will win. So, Mr. Bochkarev, thank you for this interview. No, stop, because I make a serious interview. Don't this noise. Why? No, that's okay. That's an interview now.
Professional, okay? So, okay, I will start. Yes, yes. В России интервью это бардак. Все тоже. Это... Ну, окей. Я повторяю. Mr. Bochkarev, thank you for this interview. Мистер Бочкарев, Вам тоже спасибо. спасибо за интервью. I have something for you from my country. И у меня что-то есть для вас с моей Yes, страны. on this moment we don't have, let's say, an Euro-Russian flag. We don't have it. На данный момент у нас So, нет пока еврорусского флага. And I refuse the blue flag of the European Union. И я не приемлю флаг ЕС. The only thing that I can give you on this moment Единственное, что могу is говорить the сейчас, flag of my people, Flanders, where I live. это флаг моих людей, And what Фландрии. is my people, and so please. Пожалуйста, примите это в подарок. Ну, теперь, значит, в ответ мы обязаны подарить наш флаг. So, of course, as an answer, we will present you our flag. В следующий раз, хорошо? The next time. Хорошо. Нет. На следующий монархический флаг с гербом подарим обязательно. Это будет наш российский истинный флаг, не торговый, а именно флаг с гербом, с гербами городов русских. Вот. Вау, Да. это классно. Это настоящий государственный флаг России. Надеюсь, он займет. Спасибо. Спасибо. С Богом. С Богом.